Всем привет! С вами Виктор, автор и ведущий канала Финемор. Хочу передать большую благодарность всем тем, кто поддерживает мой канал в это сложное время, так как ваша поддержка просто своевременная и необходима. И сегодня вот я решил прогуляться по лесу, так как погода замечательная, и немножко с вами поговорить. А тема у нас сегодня будет весьма интересная. Краденое солнце. Ни больше, ни меньше. Итак, давайте начнем. У меня для вас две новости. Плохая и ужасная. Мало того, что Луны нет, так еще и Солнце наше украли. И не говорите, что не слышали. Корней Иванович Чуковский еще в прошлом веке кричал об этом с каждого книжного прилавка. Но вы решили, что мужик просто стишок сочинил. Нет, не просто. Он был вынужден спрятать такое в детском стишке. Так он избежал дурдома. Вам же ясно сказали, крокодил солнце наше проглотил. А вы сидели и ушами хлопали. Вот солнце и прохлопали. Никто ничего не украл. Солнце всходит каждое утро, возразите вы. Но горько ошибетесь. Вам никогда не приходило в голову? Нафига это лишнее, ненужная и невыговариваемая буква «Л» в слове «солнце» именно посрединке? Мы же четко говорим «солнце», «сон-це». То есть солнце – это сон? Какой еще сон? И кто вставил эту букву «Л», дабы образ исказить? Видимо, тот, кто солнце и украл, то есть крокодил или рептилия, другими словами. Скажете, что у меня паранойя? Но вот незадача. Белорусы и украинцы так и пишут «солнце» до сих пор, без никакой буквы «Л». А теперь давайте переведем детский стишок на язык взрослых. Рептилии закрыли наше светило, а взамен включили какой-то суррогатный фонарь. Настолько странного действия, что люди впали в специфическое состояние, которое стали называть «сонсие». Солнце. Это не огненный диск, а название всей этой аферы, в результате которой закрыли истинный источник света и тепла. Впендюрили нам заменитель, фонарь, а люди впали в спячку. Если солнце – это не название фонаря, то как его называли предки? Вспоминаем сказки. Нет там никакого солнца, а вот Ярила есть. Именно так называли предки свой новый фонарь. В словаре Даля Ярила означает «жар, обжигающий огонь». Видимо, предки чередовали произношение, то Ярила, то Жарила. Таким образом, Ярила – это новый, непривычный, горячий, ослепляющий, обжигающий фонарь. А солнце – это иллюзорный мир, в котором погрузили народ. Со временем твари слили эти два понятия воедино. Ярила солнце. Вот так это блюдо готовилось. А теперь возникает закономерный вопрос. А как же называлось наше истинное светило, которое крокодил проглотил? Ответ мы находим на скальной живописи древних, где нацарапанный кружочек с лучиками странно подписан «Солар». Вот оно, имя нашего светила. Забавное совпадение. Сол с английского значит душа. Таким образом, солар – это душа ариев, а не просто светящееся ядро в центре Земли. Солар – это и есть центральный процессор планеты. Ангел-хранитель, эгрегор, коллективный разум, защитник и покровитель ариев в одном лице. Пока светил солар, арии были непобедимы. Подведем итог. Ярила – солнечный солярий. Вроде бы синонимы из одного теста. Но теперь-то мы знаем то, что это абсолютно разные слова. Отдадим должное тварям. Они слили воедино не два понятия, а три. Солар – истинное живое светило ядро. Центральный процессор. Мозг нашей планеты, которая сейчас закрыта многослойной непрозрачной скорлупой, украшенной звездами и планетами. Ярила – неживое светило, представляющее собой обжигающий и ослепляющий лазерный излучатель.
диск, который мы видим в небе. Солнце – это не объект. Это состояние транса, в которое вгоняют ярила. Вот почему наша чувствительность к тонкому миру обостряется ночью. Нам, а детям особенно, вечно что-то мерещится в темноте. И мы боимся. Боимся, потому что незнакомы и не готовы к тонким мирам. Ибо спим наркотическим сном от рождения до смерти, которое также боимся больше всего на свете. Зачем же понадобилось переделывать мир в столь умопромрачительных масштабах? А вот зачем. Дух вечен. Хоть это, к счастью, не оспаривается, и чтобы он эволюционировал, вечному духу нужно и тело вечное, человечное. Иначе это бесцельное хождение по кругу с наступанием на одни и те же грабли. Если тела не стареют, значит не умирают. Следовательно, и жить они должны в цикличном мире. Этот мир, где нет смены ни дня, ни ночи, ни лета, ни зимы. И смерти нет, и нет рождения. Никакой карусели, только движение вперед. Наша Земля была именно такой. Чтобы было проще понять, представьте срез куриного яйца. Прочная скорлупа – это оболочка планеты для защиты от космоса. Следующий слой под скорлупой – это белая пленка, суши и океаны. В самом центре – желток – это Солар, ядро планеты. Гигантское светило, теплое и нежное, а не жгучее и ослепляющее. Основной процент от объема яйца составляет белок. Между белой пленкой и желтком – это биосфера планеты. Сквозь белок от скорлупы к желтку проходит канатик. Это древо жизни, связь периферии с центром. Это гигантский дуб, о котором поведал нам Александр Сергеевич Пушкин. А фильм «Аватар» поведал, как от него избавились твари. Раньше был другой мир. Все пространство от суши, океана до Солара просто кишило жизнью. Это доказывают гигантские пни, которые рассеяны по всей планете. Современные леса 30-метровой высоты просто жалкие кусты по сравнению со сказочными лесами ариев. Я как-то рассказывал в своем выпуске, поищите на канале «Древо жизни». Если не забуду, поставлю ссылку на это видео. Вот там я как раз подробно эту тему развиваю. Ну а мы давайте продолжать. На Земле практически отсутствовали поля. Все было покрыто растительностью в десятки и сотни километров в высоту. Было другое атмосферное давление, другая гравитация, другой состав воздуха. Был другой мир, представить который современный человек даже не в состоянии. Это был идеальный мир. И пусть отсохнет язык у того, кто твердит нам о диких предках и об охренительном уровне развития современной цивилизации. В том идеальном мире насекомые, птицы, звери, рыбы, конечно же, человеки не умирают и не рождаются. Воплощение происходит через уплотнение энергии до появления физического тела. Причем в таких пропорций, каких захочет дух. Нет никакого подсознания, только чистое сознание и полный доступ к 100% мозга, который не разделен на полушария. В любую секунду вы создаете силой мысли все, что пожелаете, и нет наслаждения превыше, чем созерцать плоды своего труда. Наслаждение такого порядка несопоставимо по силе с оргазмом современного биоробота. У последних просто пшик против взрыва ядерной бомбы. То была абсолютная иная форма жизни, совершенная, как сама Вселенная. Так и жили арии истинные создатели, пока не прилетели сущности с зеркально отраженным нутром, паразиты, и понеслась. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.